Привет, друзья! Сегодня приготовим замечательное блюдо, которое называется бефстроганов. Бефстроганов – это блюдо русской кухни с французским названием, которое стало популярно по всему миру. Вот несмотря на свои французские корни, говорят, что там в царской России еще появилось. Готовили их на знатные столы, и традиционно бефстроганов считается больше горячей закуской. В сторону жульена, подается небольшими порциями. Это мясо с подливкой, с небольшим количеством картофельного пюре его обычно подают. Но у нас его полюбили, и спокойно таким блюдом можно и поужинать, и пообедать с нормальной такой порцией мяса, нормальной порцией пюрешки или макарон. И традиционно его готовят из вырезки, и получается это блюдо достаточно дорогим. Сегодня я хочу показать, что его можно приготовить намного проще, не из самых дорогих кусков говядины. Я сегодня буду использовать шейную часть, готовлю небольшую порцию, и предварительно я ее зачистил, отжил, чтобы у меня получились вот такие вот замечательные чистые кусочки. Да, они не совсем большие по размеру, с ними придется чуть больше поработать, чем с вырезкой, которую сразу можно нарезать пластами. Но, тем не менее, зато выходит в разы дешевле. Если вырезка стоит в районе 800-900 рублей за килограмм, то шейную часть можно взять за 400-450. Нарезаем поперек волокон пластами по 1 сантиметру, после этого нарезаем на брусочки. Вот такими кусочками, и потом небольшими брусками. Можно назвать это полосочками. Мясо сразу отправляем в глубокую миску, его нужно посолить, поперчить, и для лучшей корочки во время обжаривания добавляем небольшое количество муки. Так мясо будет быстрее схватываться. Немного соли и черного перца. И добавляем немного муки. Стараемся рассоединить кусочки, чтобы каждый из них хорошенько обвалялся в муке. Обжаривать такое мясо нужно очень быстро, поэтому сковородка должна хорошенько раскалиться. Жарить можно как на растительном масле, так и на топленом. Я буду использовать именно его, потому что вкус становится ярче и сливочнее. Топленое масло – это не сливочное. Многие, конечно, используют сливочное, когда показывают свои рецепты, но у сливочного масла очень низкая температура горения, и оно начнет дымиться и горчить до того, как температура масла достигнет нужной температуры для того, чтобы мясо хорошенько обжаривалось. А с топленым такого не будет. Поэтому, если его нет, то лучше использовать растительное. Масло разогрелось, можем отправлять туда обжариваться мясо. За один раз лучше класть порцию не больше 600-800 грамм. Тут же опять же все зависит от объемов вашей сковородки. Для того, чтобы оно равномерно распределилось по всей сковороде и равномерно обжаривалось. С каждой стороны обжарим его примерно по 1,5-2 минуты до хорошей корочки, сильно не перемешивая, чтобы не давало много сока. Хороший показатель, когда сковородка начинает дымиться. Равномерно распределяем его. А пока мясо жарится, мелкой крошкой измельчим одну репчатую луковицу. Мясо для бефстроганов нужно обжаривать очень быстро, для того, чтобы мясо сохранило свою сочность, при этом осталось мягким и хорошенько обжарилось со всех сторон. Поэтому, как только с 3-4 сторон оно обжарилось, перекладываем его в отдельную миску и в оставшемся жару начинаем обжаривать репчатый лук. Нам нужно ужарить его до коричневого цвета. Когда мы пассируем лук, он выделяет большое количество воды, и она отпарит те самые вкусные пригаринки от мяса, которые могут остаться на сковородке, оставит их на себе. А после того, как влага испарится, начнет карамелизоваться и даст нам сладкий, яркий вкус в самом соусе для бефстроганова. Как только лук чуть позолотится, к нему можно будет добавить уже сливочное масло. Температура не такая высокая, чтобы оно сгорело, и дальше мы на нем будем готовить соус. Во время приготовления бефстроганова многие используют томатную пасту и обжаривают ее вместе с репчатым луком. В классических рецептах, тех самых старых, томатная паста не используется, а соус достигается кремового цвета за счет именно лука, который карамелизировался, и небольшого количества вина или коньяка или ликера,
который также подкрашивает будущий соус. А соус сам по себе напоминает что-то типа бешамель, только там он готовится на молоке, а здесь готовится на бульоне или воде. Впоследствии в него добавляется сметана или сливки, здесь уже по желанию. Добавляем к луку сливочное масло, пускай потихоньку топится. При этом нагрев я делаю практически минимальным. Как только сливочное масло растопилось, мы добавляем к нему 1 столовую ложку пшеничной муки и начинаем обжаривать ее вместе со сливочным маслом и луком до такого светло-орехового цвета. От нее пойдет приятный аромат поджаренных орешков. Вот так, столовая ложка с горочкой. Крайне важно хорошо обжарить муку, потому что только тогда из нее уйдет привкус сырой муки, и у вашего будущего соуса не будет привкуса сырого теста или клейстера, а будет именно приятный ореховый аромат с хорошей текстурой. Смотрите, какой красивый цвет. Следующий этап, как я и говорил, это приготовление самого соуса. Либо заправляем его вином, либо коньяком, либо вообще этот шаг можно пропустить, если у вас его нету, и добавляем воду или бульон. Самое главное — добавлять жидкость постепенно, каждый раз хорошо растирая ее с мукой, пока она полностью не объединится. Так у вас не будет комочков в соусе. Но если вы используете алкоголь, бояться не стоит, он выпарится, от него останется только приятный цвет и вкус. И обязательно хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. И вот только теперь, когда все объединилось, можно добавлять воду. Также небольшими порциями. Как видите, легкий красноватый оттенок соуса является следствием добавления в него вина или ликера. А в дешевых кафе или ресторанах добавляют томатную пасту просто, чтобы скрыть бедность ингредиентов, которые добавляют в это блюдо. И теперь сюда можно добавить либо сливки, если вам хочется более нежный, более сливочный вкус, либо сметану. Будет немножко кислить, но тоже приятно сочетается с говядиной. И самое важное, что сливки, что сметану мы добавляем вот в такую еле кипящую массу. Если добавить ее в слишком горячее и обильно кипятить, то все это свернется и будет некрасивыми хлопьями. А так мы просто прогреваем соус, в котором в дальнейшем отправим готовиться мясо. У меня сметана 20%. Я добавлю немного сливок. Постепенно прогревая соус, доводим его до вкуса с солью, сахарным песком и черным молотым перцем, так как сам соус мы еще не солили. А также отличную изюминку дает небольшое количество сладкой горчицы. Буквально 1 чайная ложка с горкой. Вы только представьте, сливочный вкус от сметаны и сливок, сладкий карамелизированный лук, вино, горчица. Этот соус по вкусу может посоревноваться с мясом, и еще неизвестно, что здесь наполнение, а что основное блюдо. На мой взгляд, поистине царский рецепт, который может украсить любой стол. Бимба. Как только все продукты прогрелись и объединились, отправляем туда мясо, хорошенько перемешиваем и потомим буквально 5-7 минут. Можно даже это сделать под слегка закрытой крышкой. После этого можно подавать к столу. Ну просто красота. Самое время подать наш бефстроганов, и у меня для него готова пюрешка. Запах просто потрясающий. И вино, и лук, и мясо. Все идеально сочетается. Давайте скорее пробовать. Вот так. Ой-ой-ой. Ой, как вкусно.
Мясо мягкое, соус яркий, насыщенный, сливочный, с пюрешкой. Самое то. Просто красота. Друзья, если видео вам понравилось, обязательно поделитесь им со своими друзьями, поставьте лайк и напишите комментарий. А у меня на этом все. До скорых встреч. Пока-пока.